Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? Давайте сделаем такой расклад. И у нас сегодня две колоды, как и карты пасьянса, так и колода добра, Таро. Ее прорисовала замечательная художник и таролог Колет Барон Рид. И значение она подает с позиции позитивной психологии. Если мы говорим о периоде, я не думаю, что это где-то больше, чем неделя-две. Хотя у каждого проиграется по-своему, может быть и пару дней. А у кого-то, и будем реалистами, вообще может не совпасть. Смотря какие задачи мы ставим. Но я надеюсь, подсказки какие-то будут, или мы с вами проведем приятное время. И первый вопрос, что вам будет помогать, если мы говорим колесо фортуны? Вот какие энергии? Ориентировочно 2 недели вперед. От того момента, когда я записываю видео, это где-то будет приблизительно середина июля, плюс-минус. И что же вам будет помогать, мои дорогие весы? В чем будет эта счастливая случайность или какие энергии нужно в себе совмещать, сохранять? Шестерка воды. Это карта с ностальгией. Есть ностальгия у кого-то по взаимоотношениям. Или по этой карте нам девушка показана, которая тоскует. У кого-то вопросы личной жизни, может быть, не решаются так быстро, как вам хочется. Если мы говорим просто про ностальгию, когда мы ничего не делаем, а сами по себе мысли, и карта говорит, будь реалистом. А у кого-то из вас это... Может быть, по тем или иным причинам меня смотрят люди из разных стран. Это воспоминание как раз прежней какой-то любовной истории, которая и была со знаком плюс. Но либо вы сейчас на расстоянии, либо история закончилась. У кого-то и так может быть. Но это карта эмпатии и карта, когда мы хотим и любить, и быть любимыми. Вот такие энергии будут у вас, мои дорогие весы, преобладать на этой неделе. Может быть, это будет о чем говорить еще карта. Хватит какого-то одиночества тебе. Пора, может быть, подумать, чтобы быть не одному или одной. А что ты конкретно, какие действия можешь осуществить для того, чтобы познакомиться? Одним словом, скорее всего, тут какая-то история ваша личная. А нам говорят, все равно иди вперед. Что вам помогает? Трансформация. И посмотрите, тогда я могу предположить, мои дорогие весы. Карты нам будут говорить, что оставь прошлое в прошлом. Или будь реалистом, если какую-то свою личную жизнь, как вот в прежнем варианте, ты не можешь продолжить. Или вокруг обстоятельства так складываются, что ты чего-то не можешь тоже изменить. Тогда меняй то, что в твоих силах. По карте трансформация все же мы оставляем прошлое в прошлом. У кого-то могут быть и сомнения, ведь тут не обязательно любовная история со знаком плюс, которая была в прошлом. У кого-то наоборот. Это когда вы вспоминаете, что были отношения, и так хотелось продолжения, но все пошло наперекосяк, и отношения не состоялись. Тогда нет смысла ждать. Тогда все равно ваша-то жизнь продолжается. И поэтому время отпустить старое. Карта говорит, время, может быть, смириться с какими-то обстоятельствами или с тем, что уже сложилось и произошло. Потому что вы на пороге. Ведь трансформация – это всегда уже завершение фактического. Может быть, отношения, вот как у нас шестерка кубков, или какой-то любовная история. Может быть, и есть сожаление, ностальгия, а нам все равно нужно идти вперед. Что вам будет еще помогать? Солнце. Есть, мои дорогие весы, вот посмотрите, есть конкретный риск. Если мы в этой ностальгии, да, как тоска, грусть, печаль застрянем, не пройдем вот этот пороговый путь трансформации, когда мы должны быть, да, реалистами, что-то оставить в прошлом, мы можем лишиться солнца. Солнце – это еще и карта выбора правильного направления. У кого-то может совпасть с тем периодом, что не повезло мне в любви, будет вести в деньгах. Буквально по карте Солнца это наши амбиции, чистолюбивые планы, заработать деньги.
Или отчасти есть такой момент, как наше эго, оно именно нас и побуждает, как и денег заработать, так и добиться чего-то. И, в принципе, ведь это хороший посыл. О чем нам говорит карта? Солнце всегда еще обозначает период, ну, где-то в среднем 6 месяцев. И, может быть, вот этот важный этап вы проходите по трансформации. И будут у каждого свои какие-то события в период 1-2 недель, потому что старшие арканы. Это как обстоятельства вашей жизни пытаются вас к чему-то подтолкнуть. По этой карте изобилие, благодарность, и когда мы можем, как и в личной жизни, когда мы можем и собственные амбиции реализовать, одним словом, идти по направлению к собственному счастью, солнцу, удаче и другому совершенно качеству жизни. Давайте мы посмотрим про событийный ряд. У вас очень вдохновляющие такие карты Таро выпали. И я бы сказала, это что-то судьбоносное. Но если... В чем риск? Что вы выбираете, мои дорогие? Либо солнце, либо ностальгию. Вот у вас сейчас на кону стоит буквально так. И тот, кто не проходит эту трансформацию, рискует остаться вот так, в каких-то мыслях. Да, может быть, они и приятные, но реальность она другая. Будьте внимательны, мои дорогие. Как раз есть возможность. Сама Вселенная может для вас складывать какие-то жизненные пазлы, которые, ну, вот нужно рассмотреть. Не всегда возможности к нам приходят тем путем, как мы это предполагали. Где-то от нас требуется настойчивость, а где-то вот эту трансформацию нам нужно пройти. Итак, давайте будем смотреть карты, мои дорогие весы. И если я что-то пропустила, напишите мне. Не вижу пока совпадений. Вот интересно, второй ряд совпадений я не вижу. Но у вас два таких важных аркана выпали. Может быть, поэтому и нет совпадений, ведь у каждого по-своему проходит и трансформация, да и ностальгия у каждого своя. Понятно, и солнце, ваши планы. Они хоть и объединяют вас один знак зодиака, но они не могут быть в одном контексте для всех. Что-то очень важное вот до середины июля не пропустите, правда? Нам кажется, что есть возможности сегодня, ну и завтра будут. А на самом деле мы часто упускаем время. Знаете, вам нельзя с кем-то обострить конфликт или самого себя из-за конфликта обесточить. Трансформация карта, вот мы спрашиваем, что помогает. Ее надо пройти, не пытаясь, может быть, что-то притянуть из прошлого и сделать так, как мы бы этого хотели, а принять какую-то реальность. Все же, когда мечи... И в другом пасьянсе у меня тоже это ссора, это какие-то неурядицы, это какие-то ненужные разборки доказательства, то, чего нужно избегать. Не терять времени даром. Ну, а если кто-то уходит, не пытаться его остановить. Потому что какая-то ситуация у кого-то и сложилась. Именно потому, что вам нужно, ну, свое благополучие отстроить. У вас солнце выпадает. Вот интересно, но не вижу совпадений. Сейчас еще более внимательно смотрим.
Вот эти мечи, они как крест, мои дорогие весы. Словно говорят, вот есть какая-то, может быть, история. У кого-то по работе, у кого-то это будет в личной жизни, повторяюсь. Крест-накрест. Мечи, как будто поставь на чем-то крест. Не добавляй себе вот этой ностальгии, которая тебя может так вот незаметно, хоть и греет, кажется, что-то душу, но это может разрушать. Тут нужно быть реалистом, иначе эту трансформацию не пройти. А на кону у вас, мои дорогие весы, солнце. Когда солнце выпадало всегда, прежде говорили, что у тебя все хорошо, иди. И даже если, ну, что-то складывается совершенно не так, как вы предполагали, все равно основная энергетика идет такова этого периода, когда вы для себя можете совершить что-то полезно доброе. Пока с вами говорила, смотрю. Удивительно, но правда, вот только совпало одно значение. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы, и будьте любимы всегда, мои дорогие весы.